Здравствуйте! Вас снова приветствует наша команда Смартали и я, Янина Чучишвили. Сегодня мы хотим немножечко поговорить о очень важном вопросе вид на жительство в стране Турция. Потому что в последнее время все ищут в интернете подробную информацию, но, к сожалению, именно подробной информации в интернете нет. А так как мы занимаемся сами видом на жительство, помогаем нашим людям здесь адаптироваться, мы можем вам рассказать, как и что происходит, какие нужны документы будут вам для подачи вида на жительство, либо для продления вида на жительство. Просто в последнее время очень много наших клиентов обращаются к нам просто с вопросом: Янина, расскажите, что такое вид на жительство, как его и где получить, либо кто-то может помочь. Мы занимаемся видом на жительство сами. Вы решили, что все, сейчас, вот в нашей стране еще холодно, в Турции жарко, тем более у нас здесь страна действительно очень замечательная, 12 месяцев в году, свежие фрукты, овощи, красота, солнышко постоянно, в этом году даже зима была теплая, считайте, что ее не было, как у нас в Беларуси это была просто сентябрьская погода. Так вот, вернемся к нашему вопросу. Вид на жительство. Существует два типа вида на жительство. Одно по ТАПУ. ТАПУ – это документ о собственности недвижимости. И вид на жительство по аренде. Конечно, очень многие сейчас не решаются, сразу переехать в чужую страну, в чужой менталитет. Не зная обычаев, люди не решаются переехать. Неважно, в Турцию, в Италию, в Испанию, неважно в какую страну. Прежде всего, люди думают о том, что лучше снять в аренду недвижимость и по ней сделать вид на жительство. Многие спрашивают, можно ли? Можно. Конечно, можно сделать вид на жительство по аренде. Для этого вам, конечно, заранее нужно в интернете, либо через риэлторов, либо сами. Вы находите недвижимость, которую вы будете снимать. Либо это с мебелью, либо без мебели. Но, скажу одно но. У нас второй год закон в стране. Краткосрочная аренда запрещена. Очень большой штраф. Поэтому у нас квартиры сдаются минимум только на год. Итак, вы выбрали недвижимость при помощи риэлтора, либо сами, это не важно. Вы выбрали недвижимость, вы прилетаете в страну. Заключается договор аренды. Не только мы занимаемся видом на жительство, есть специальные офисы, которые занимаются только видом на жительство и рабочими визами. Но я расскажу вам из собственного опыта. Нашим клиентам мы помогаем сами собирать все документы. От вас очень многого не требуется. Главное – паспорт, загранпаспорт. Если у вас дети, рождение, свидетельство о рождении, но обязательно на каждом документе должна стоять печать «Апостиль». И сделан этот апостиль, вернее, ставится эта печать в Министерстве юстиции только вашей страны. Поэтому заранее, когда будете ехать сюда, на любом документе, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, либо какие-то документы, разрешающие одного родителя другому дает разрешение, тоже с апостилем, не забывайте об этом. А здесь мы уже вам просто помогаем собирать все документы. Это налоговый номер, переводы всех документов и заверения нотариально. Далее мы 4 фотографии, обязательно фотографируемся. Далее мы это все вносим в систему Göçe İdaresi, это Министерство иностранных дел. Мы вносим все документы и ждем. Если это первичная подача, тогда мы ждем с вами рандеву. И вот, пришло рандеву. Вы со всеми своими документами, вернее, мы даже помогаем, мы завозим вас в Göçe İdaresi. Вы со всеми своими документами заходите на собеседование, рандеву это и есть собеседование, вы заходите на собеседование, после как работник муниципалитета уже проверил все ваши документы, он вам дает квитанцию, которую нужно будет оплатить. Это налог. Мы платим налоги, наверное, скорее всего, за национальность. За проживание в стране Турция. Налоги небольшие, там примерно где-то 200, 300, до 500 лир, но в каждой стране они разные. Поэтому налог вы сможете узнать точно только когда вы пройдете собеседование. Вы оплачиваете, идете налог и карточку «Вид на жительство». Дальше вы
Мы вас привозим домой, и вы просто ждете примерно до 2 месяцев. Кому приходит через неделю эта карта вида на жительство, кому приходит позже, кому-то раньше. Но она приходит. Приходит по почте, приходит вам смс-ка о том, что вот с таким-то баркодом, с таким-то номером вы можете прийти на почту и получить свой вид на жительство. В основном, конечно, приносят почтальоны домой, но не всегда мы оказываемся дома, так как очень многие ребята работают на удаленной работе в интернете. Поэтому очень часто, что днем все находятся на море. Тем более сейчас погода у нас такая великолепная, мы вас всех ждем в нашей стране. И есть еще вид на жительство по ТАПУ. ТАПУ – это недвижимость, это документ о недвижимости в собственность. Документы все собираются, все то же самое. Единственное, что ТАПУ тоже прикладывается к документам. Итак, вы получили вид на жительство, вы прожили год, вам понравилось очень сильно, вы продлеваете свой вид на жительство. В этом случае уже не обязательно ехать на собеседование. И теперь как бы упростились законы насчет... Не каждый год мы можем продлевать теперь вид на жительство, а можем делать на 2 года. Поэтому вы опять делаете нам звоночек, мы опять собираем быстренько ваши документы, вносим в систему, отправляем по почте. Все, теперь вы просто ждете карту свою. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, ждем ваши вопросы у нас на сайте. Все наши номера тоже расписаны на сайте. Добро пожаловать в самую прекрасную страну Турция.